с Михаилом Аркадьевым, тогдашним моим партнером и пианистом, вот, с которым мы работали достаточно долго, и он был знаком с Георгием Васильевичем Свиридом. В принципе, он как раз нас и свел. И вот с программами, с двумя его циклами, с тремя циклами этой музыки мы объездили практически весь мир. И встречали везде стоячие овации после исполнения этих циклов. «Отчалившая Русь», потом мы исполняли Пушкинский его тоже цикл. И затем мы исполняли «Петербург», который Георгий Васильевич дописал и посвятил это мне. Я с большой теплотой вспоминаю его как человека. Работа над его музыкой была очень вдохновенная и дала мне очень много как музыканту. Так как эта работа, в принципе, его музыка очень трудна для исполнения, и, значит, вокально-технически и эмоционально прежде всего. То есть не подключив полностью, стопроцентно твою эмоциональную, значит, артистическую натуру, ты не можешь исполнить эти вещи правдоподобно. Они просто не получаются. Для этого нужно абсолютно полное переживание, вживание в те образы, которые в его музыке написаны, поэзию тоже. Вот, поэтому это было несказанно сложно. И я этой музыке посвятил практически 6 лет моей жизни. Я пью один воображение, вокруг меня товарищей зовет. Знакомое, неслышно приближение. Что меня сподвигло делать карьеру? Вы знаете, меня просто взяли тепленького, как котенка. Вот если бы сейчас меня взяли, я бы никогда не согласился. Шучу. Ну, о чем вы говорите? Это, в общем, мечта каждого уважающего себя артиста петь в лучших театрах мира, на лучших концертных площадках мира. Тем более я ведь был в Красноярске, солистом Красноярского театра. Вот. И победив на всех конкурсах, вот последний конкурс мне предоставил такую возможность начать интернациональную карьеру. Вот. Минуя все вот эти вот ступени и нашего, ну как, советского, что ли, вот такого истаблишмента. Вот. И я, в общем, из грязи сразу прыгнул в князи, как говорится. И поэтому, в общем, после победы на конкурсе в BBC, конкурсе BBC в Кардифе, говорят, что первый мой концерт, люди, в общем, организаторы этого концерта вынуждены были позвать милицию конную. Принес я в умилении молитву чистую любви. Земное первое мучение и слезы первые
Любимая партия? Знаете, вот недавно я совсем пел в Мете, в Нью-Йорке, Симона Бокканегру, вот, который у меня вот в последнее время стало получаться все лучше и лучше. Это вообще так называемый, ну, я не знаю, что можно сравнить с этой ролью, это как Борис Годунов для баритонов. Вот Борис Годунов, партия для басов такая, в общем, ну, наиболее, что ли, емкая, что ли, такая. И, так и Симон Бокканегро, который, в общем, Верди уже начал писать, в общем, достаточно, ну, в своей ранней стадии, что ли, потом дописал уже в более зрелом возрасте. Поэтому, в общем, опера, она включает, является собой уже несколько стилей, что ли, вердиевских. И это, с одной стороны, опера, как бы относящаяся к стилю бельканто, то есть раннего Верди. Но в это же самое время опера относится и к позднему Верди, там, где он писал Отелло и так далее, Фальстафа. То есть удивительная какая-то, по-моему, одна из уникальнейших вообще опер. И, конечно, сюжет и история очень много перекликается с сюжетом Бориса Годунова. То есть это тоже роль правителя, который существовал, и который вот эту вот Генуэзскую республику за свои годы правления привел к, в общем, очень большой и славе, и процветанию, который добился этой власти, выйдя из абсолютных низов. Он был пиратом, и люди его выбрали. Поэтому, конечно, враждующая, значит, власть, предыдущая власть аристократов очень плохо к нему относилась. Но он доказал всем. Вот. Ну, удивительная роль. И я продолжаю надеяться, что мне когда-либо удастся это спеть на русской сцене. Когда вот такую красавицу я увидел, просто меня хватил паралич, вот, а должен был по роли я с ней целоваться. Вот. И вот так мы познакомились. Я пел как раз Дон Жуана тогда. Она была статистом, то есть она была артисткой миманса, но она пела в хоре, она пела, значит, в театре в Лионе, она была солисткой. Вот. А к тому времени у нее не было работы, ее пригласили в Женеву, откуда она родом, поучаствовать в этом спектакле в качестве артистки, которая должна с Дон Жуаном целоваться. Она меня тогда уже знала, и она, в общем, с радостью согласилась. И вот так вот мы познакомились.